Внимание! В отличие от других движений, развивающих мышцы тела, упражнения для брюшных мышц, в частности для прямых мышц живота, должны непременно выполняться с округленной поясницей. При позвоночных свертываниях на полу, например при подъемах туловища, происходит механическое давление на позвонки, которое заметно отличается от давления, оказываемого при приседаниях со штангой или взятии штанги с пола. Действительно, при выполнении приседаний со штангой, при взятии штанги с пола с добрым утром или других аналогичных упражнениях с дополнительным отягощением в поясничном отделе позвоночника не происходит механических действий, но большое вертикальное давление в совокупности с округлением позвоночника способствует выталкиванию студенистого ядра из межпозвоночного диска, что приводит к сдавливанию нервных окончаний и вызывает грыжу межпозвоночного диска. Напротив, при выполнении специальных упражнений для развития мышц живота, многие часто забывают округлять спину из-за интенсивного сокращения прямых и косых мышц живота. Мощные поясничные мышцы стремятся увеличить поясничный изгиб, смещают не зафиксированные вертикальным давлением межпозвоночные диски вперед. Это приводит к чрезмерному давлению на заднюю часть межпозвоночных суставов поясничного отдела позвоночника и может спровоцировать люмбаго, или, что гораздо серьезнее, повреждение позвонка из-за сдавливания с одновременным смещением. Сворачивание туловища на полу. Лежа спиной на полу, руки расположить за головой, ноги поднять и слегка согнуть в коленях. Бедра находятся в вертикальном положении. Сделать вдох и приподнять плечи над полом, одновременно двигая колени навстречу к голове и сворачивая туловище. Это упражнение в основном нагружает прямые мышцы живота, чтобы более интенсивно задействовать косые мышцы живота. Просто поворачивайте туловище то в одну, то в другую сторону, двигая правый локоть по направлению к левому колену, а левый локоть к правому. Подъемы туловища. Лежа спиной на полу, ноги согнуть, ступни прижать к полу, руки за головой. Сделать вдох и приподнять туловище, округляя спину. Вернуться в исходное положение, не опуская торс на пол. По окончании движения сделать выдох. Повторяйте движение до тех пор, пока не почувствуете утомление мышц живота. Это упражнение задействует сгибатели бедра, а также косые мышцы живота. Однако главным образом оно разрабатывает прямые мышцы живота. Варианты. Первый. Для лучшей устойчивости попросите партнера придерживать ваши стопы, прижимая их к полу. Второй. Для облегчения выполнения упражнения вытяните руки вперед. Третье. Для интенсивной нагрузки выполняйте упражнения на наклонной доске. Примечание. Поскольку у женщин, как правило, мышцы туловища менее развиты, а ноги относительно более объемны, чем у мужчин, им легче не отрывать ступни во время подъема туловища с пола. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.